Привет всем, добро пожаловать обратно на этот канал. Всего несколько дней 2026 года мир развлечений потрясло имя, которое никогда не покидает центр внимания – Ким Тэ-юн, более известный как Ви из BTS. Начало этого года стало для Тэ-юна временем триумфа. Он получил множество мировых наград, доказав свой статус не просто поп-айдола, но и мировой культурной иконы. Начиная с титула, который всегда вызывает обсуждения на разных континентах, самый красивый мужчина в мире 2026 года, Тэ-юн снова возглавил список. Удивительно, но похвалы получили не только его внешность. Его глобальное влияние также росло. Международные СМИ назвали это явление «эффектом Тэ-юна», когда каждое достижение немедленно вызывает всплеск поисковых запросов, новостных репортажей и глобальных дискуссий. Сегодня, 8 января 2026 года, ажиотаж достиг апогея, когда корейский и международный музыкальный мир одновременно объявили о триумфальной победе Ким Тэ-юна на церемонии вручения премии Pop Holder Awards 2025. Без предварительного объявления Ким Тэ-юн был признан победителем корейской премии «Золотая пластинка года», престижной награды, редко присуждаемой сольным исполнителям. Песня «Winter Air Hit», эмоциональная коллаборация Ви и Пак Хаяшина, вывела Тэ-юна на вершину списка номинантов. Эта песня считается одним из самых искренних и трогательных произведений в современной истории корейской музыки, сочетающим вокальную глубину двух легенд разных поколений. Многие музыкальные эксперты считают, что эта победа не случайна. С момента выхода «Winter Air Hit» показала исключительно высокие результаты на различных глобальных стриминговых платформах, оставалась на вершине зимних чартов и даже стала эмоциональным саундтреком для миллионов слушателей по всему миру. Еще более удивительным было то, что Тэ-юн получил эту награду не просто как популярный айдол, а как артист, признанный за свое музыкальное мастерство. Жюри премии Pop Holder Awards публично высоко оценило вокальное исполнение Тэ-юна, эмоциональную глубину и музыкальную зрелость песни. Корейские СМИ назвали эту победу историческим моментом, поскольку Тэ-юн успешно объединил мир айдолов и мейнстримную музыкальную сцену в одном произведении. Тем временем американские и японские СМИ подчеркнули, что Тэ-юн теперь воспринимается как глобальный исполнитель, а не просто участник бойс-бенда. Популярность Тэ-юна резко возросла после этого объявления. В течение нескольких часов его имя возглавило тренды на различных платформах социальных сетей, собрав миллионы твитов, постов и видео с реакциями от фанатов и профессиональных музыкантов. Что еще более удивительно, этот всплеск популярности произошел не только благодаря фан-базе BTS или ARMY. Многие новые слушатели утверждали, что открыли для себя Тэ-юна благодаря песне «Звездочка Winter Air Hit Звездочка», что доказывает, что его музыка теперь охватывает гораздо более широкую и разнообразную аудиторию. Аналитики индустрии развлечений даже предсказывают, что эта победа откроет новую главу в сольной карьере Тэ-юна. По слухам, предложения о международном сотрудничестве, оркестровых музыкальных проектах и приглашения на музыкальные фестивали мирового уровня поступают одно за другим. Тем временем имидж Тэ-юна укрепляется. Он известен не только своей внешностью и популярностью, но и тем, что постоянно выбирает содержательные и качественные произведения. Именно это поддерживает его имя в актуальном и уважаемом виде. Многие называют начало 2026 года золотой эрой Тэ-юна. Всего за несколько дней он собрал титулы, награды и мировую известность, чего другие артисты обычно добиваются за целый год. Интересно, что сам Тэ-юн остается скромным, несмотря на все эти достижения. В предыдущих интервью он постоянно подчеркивал, что музыка – это его способ общения с миром, а не просто средство для получения наград. Получение корейской золотой пластинки года также рассматривается как международное подтверждение художественного видения Тэ-юна. Он успешно доказал, что честность в музыке по-прежнему имеет большое значение в высококонкурентной индустрии. Сотрудничество Пак Хаясина также получило высокую оценку за выбор Тэ-юна в качестве своего музыкального партнера. Многие назвали это сотрудничество одним из самых совершенных дуэтов последнего десятилетия. С точки зрения бизнеса, эффект также оказался впечатляющим. Продажи и количество прослушиваний «Звездочка Winter Air Hit Звездочка» снова выросли, а имя Тэ-юна еще больше укрепило его позиции как ценного глобального актива в индустрии развлечений.
Международные бренды, СМИ и организаторы мероприятий все чаще рассматривают Тайона как символ качества, влияния и авторитета. Это не просто мимолетная слава, а репутация, построенная на его творчестве. После своей триумфальной победы на Pop Holder Awards 2025 различные международные СМИ стали называть Ким Тайона новым эталоном для азиатских артистов на мировой сцене. Это прозвище появилось не случайно. Оно стало результатом стабильно высокого качества работ Тайона, сравнимого с творчеством других всемирно известных артистов. Многие музыкальные критики отметили, как Тайон успешно изменил общественное восприятие сольных исполнителей и айдолов. В преддверии зимы он продемонстрировал зрелый вокальный контроль, искренние эмоции и умение рассказывать истории, редко встречающиеся даже среди опытных певцов. Вскоре после объявления о победе, сообщения с различных глобальных стриминговых платформ показали значительное увеличение числа ежемесячных слушателей Тайона. Интересно, что этот рост наблюдался в новых регионах, включая Восточную Европу, Латинскую Америку и Ближний Восток. Это явление укрепляет позицию Тайона как по-настоящему глобального артиста. Он популярен не только в Азии или среди поклонников К-поп, но и получает широкое признание среди широкой музыкальной аудитории, которая оценивает музыку по качеству, а не по отраслевой принадлежности. В Южной Корее эта победа воспринимается как момент национальной гордости. Именно в этот момент мир начал по-настоящему понимать, что происходящее – это не просто мимолетный всплеск популярности. Победа Ким Тайона на премии Pop Holder Awards 2025 ознаменовала собой важный сдвиг в его карьере. О нем говорили уже не просто как об айдоле с большой фан-базой, а как об артисте, признанном за его музыкальное мастерство, эмоциональную глубину и художественную зрелость. Winter Airhit была не просто песней, это было доказательством того, что Тайон преодолел границы индустрии, создав произведение, которое нашло отклик у слушателей из разных культурных слоев и поколений. Многие СМИ называют Тайона успешным воплощением корейской «мягкой силы», где музыка может выступать в качестве мощного и элегантного культурного моста. Многие молодые музыканты выражают вдохновение творческому пути Тайонга, видя, как он остается верен своей музыкальной идентичности, несмотря на давление индустрии и высокие мировые ожидания. С точки зрения индустрии, аналитики прогнозируют, что коммерческая ценность Тайонга будет продолжать расти в течение 2026 года. Каждая полученная им награда укрепляет его позицию как фигуры, не только популярной, но и обладающей сильным художественным авторитетом. Что делает эту историю еще более захватывающей, так это баланс, который Тайонг поддерживает между своей сольной карьерой и своей идентичностью как участника BTS. Он успешно развивался как личность, не теряя из виду корни, которые сделали его знаменитым. Публика с нетерпением ждет следующих шагов Тайонга. Выпустит ли он новый сольный альбом, продолжит ли свои межжанровые коллаборации или удивит мир совершенно неожиданным проектом? Одно неоспоримо – победа в номинации «Золотая пластинка года» в Корее – это лишь начало главных достижений Ким Тайона в 2026 году. С таким импульсом Тайон не просто шагает в будущее, а создает его. Все эти достижения всего за несколько дней в начале 2026 года позволили Ким Тайону достичь карьерной вехи, которой когда-либо удавалось лишь немногим мировым артистам. Он не просто плывет по течению популярности, но и создает свое собственное, влияя на музыкальные вкусы, визуальные стандарты и даже на то, как мир воспринимает корейских артистов. Многие считают, что то, что мы наблюдаем сейчас, это только начало самого исторического этапа в пути Тайона. За каждым его шагом следят, каждую его работу с нетерпением ждут, и каждое его достижение фиксируется как часть эволюции мировой индустрии развлечений. И в конечном итоге, все эти достижения подтверждают одну важную вещь: Ким Тайон не просто наслаждается пиком своей популярности, но и создает свое наследие. В быстро меняющейся и конкурентной индустрии он выбрал честность, качество и осмысленность как основу своего пути. Начало 2026 года – это не просто новая глава для Тайонга, а начало эры, которая навсегда останется в памяти. Какими бы ни были его дальнейшие шаги, мир больше не просто наблюдает, а ждет.
told your friends